Всем привет, с вами снова я, Саша, он же Пых, и мои бесплатные, скажем так, бесплатные советы о Японии. Я акцентирую свое внимание на том, что бесплатный, потому как мне начали приходить письма, что там какие-то сервисы отвергаю, что-то плохо говорю и так далее. Те, которые занимаются отправкой в Японию за определенную сумму денег, помогают в Японию устроиться за определенную плату. Я ничего за это не беру, мои советы все абсолютно бесплатные, и, пожалуйста, пользуйтесь. Единственное, что в зависимости от страны вы будете смотреть рекламу на YouTube. Дорогие друзья, товарищи и други, сегодня мы с вами поговорим на важную, на мой взгляд, тему. Это о том, стоит ли использовать сервисы, услуги сервисов, которые помогают в оформлении, в отправке в Японию студентов, затем, допустим, там, в поиске подработки и так далее и тому подобного. Мое откровенное мнение в том, что все эти сервисы стоит использовать только до момента подбора школы. Все, что остальное, что вам предлагает, это трата денег, причем лишняя трата денег, ведь большинство из этого вы спокойно сможете сделать сами, и не нужно за это башлять ребятам. Да, на меня, наверное, сервисы ополчатся, скажут, что вот такой секой нас поганишь. Я тебя не поганю, но оформление документов в мэрии, получение счета в банке, оформление сим-карты, страховки медицинской. Все это можно спокойно сделать самому, причем не нужно знать прям там в совершенстве японский язык, вам достаточно знать N5, ну или N4, в зависимости, наверное, от того, как поведет свой сотрудник. Но это, в принципе, достаточно, чтобы вы смогли без проблем оформить документы, встать на учет, да, в мэрии, то есть оформить регистрацию, прописку и все прочее, прочее, прочее. Все эти сервисы, они зарабатывают на вас. Понятное дело, это бизнес поставленный на поток, и порой за все услуги, причем комплексные, да, вы можете отдать до 50-60 тысяч йен. А я знаю, что многие ребята приезжают сюда на последние деньги, и мало кто из них готов тратить вот такие вот суммы на то, чтобы им помогли. Еще один момент здесь в том, что чем чаще вы используете такие сервисы, тем, скажем так, дольше вы будете привлекать к Японии. Потому что, когда вы начинаете делать все сам, вы переживете тот стресс, который будет у вас по-любому. Те, кто приезжает, допустим, испытывают стресс первых 2 дней, а даже бывает и первых недель, невозможность законтачить, да, с японцами, невозможность говорить на японском языке и прочее. Поэтому, чем быстрее вы пойдете сами, тем быстрее вы от всего этого уйдете, и вам будет комфортнее жить в Японии. Тем более, если вы хотите остаться в Японии на долгое время, например, да, потом учиться в институте, либо найти работу, возможно, жениться, да, там, выйти замуж и прочее. Поэтому я не рекомендую использовать данные сервисы. И все эти красивые слова, что мы вам поможем там во всем что угодно, ну, я в это не верю. Да, я знаю несколько сервисов, которые на этом уже, можно сказать, накололись, потому что у них плохие комментарии в сетях ходят о том, что они требуют деньги, но взамен ничего не делают, рассматривают документы чуть ли не месяцами, и ответа от них нет. Допустим, встреча в аэропорту, немало таких случаев, я уже читал на форумах, мне в открыто говорили ребята, что вот должны были встретить в аэропорту, а в результате никто не пришел. Либо вообще, что меня поразило, наговориться о встрече в аэропорту один на один, то есть, да, встречает тебя, помогает сам сесть на поезд, либо на автобус, и вместе едет. А в результате получается, что приехал в аэропорт, сказали подожди, и приходит команда. Набирается группа, человек так 6-7, которые также были обмануты, что один на один будет. И вот получается задний приезд, да, всех там 5-6 человек, они вместе идут группой, что, понятное дело, никому не хочется, ведь ты договорился на одно, а в результате получил совсем другое. Вот такие поблажки, к сожалению, есть. Вообще, скажем так, неприятное отношение русскоязычных к другим русскоязычным в Японии, оно имеет место быть. Я об этом уже рассказывал, что, например, я пытался помочь с покупкой билета, меня откровенно послали. И вот после такого помогать, конечно же, не всем захочется. Не знаю, возможно, из-за того, что русский, русскоязычный, там, белорус, украинец, не знаю. Это дело, конечно, лишнее, но вот так получается, что из-за того, что ты говоришь на русском языке, было неприятное отношение. Еще один случай у меня был, кстати, Камакура это было. Мы поехали с друзьями погулять, и получилось так, что впереди нас шли русскоязычные группы, человек так 6, как, по-моему, семья, наверное, с друзьями. И, услышав нашу русскую речь, они так сказали: о, и здесь русские тоже. Причем, знаете, с таким ехидством, что вот, типа, понаехали. Ну, к сожалению, да, вот такое отношение тоже есть. И
строить бизнес, да, но на русскоязычных в Японии лично я не собираюсь, хотя мне говорят, что вот, если ты сделаешь, у тебя тоже будет много денег. Делиться знаниями о том, как мне пришлось в Японии, я решил сразу абсолютно бесплатно. Единственное, да, что есть вот YouTube, есть реклама на моих видео, причем не во всех странах она показывается. Понятное дело, что, допустим, те, кто живут в России, я так понимаю, сейчас не видят рекламы, поэтому большой плюс, они смотрят все это абсолютно бесплатно, соответственно, даром. Те, кто живут в других странах, я включаю субтитры, если не субтитры, у меня в последних видео субтитры чуть ли не на 10-15, да, где-то 15 языков различных, поэтому если вы не владеете русским языком на достаточном уровне, то, пожалуйста, включайте субтитры. Да, они порой, скажем так, косячные, да, кривые, но по ним можно спокойно понять смысл моих видео. Но в данном случае, да, если вы живете в другой стране, не в России, то придется платить YouTube, ну, то есть просмотр рекламы. Соответственно, мне будет капать небольшая денежка. А в остальном все бесплатно. Пожалуйста, те, кто хотят мне что-то спросить, пишите в комментариях. Есть у меня телеграм-канал, на нем я тоже отвечаю по возможности. Единственное, что писать, наверное, в личку мне в телеграме не стоит, потому как у меня настроено так, что незнакомые номера у меня сообщений не видятся. Поэтому лучше сначала вступить в канал, да, и написать затем уже в чате, что вы хотели бы узнать. Так будет, наверное, проще и быстрее. Еще один забавный момент касаемо сервисов фирм, которые отправляют языковые школы, ищут ребят, да, девчонок и отправляют затем в языковые школы. Это то, что порой они друг дружку, да, вот так вот, как знаешь, как гадят, обзывают, порочат, пишут, что вот мой сервис хороший, а ваш плохой. Недавно, кстати, столкнулся на одно из видео на YouTube, где вроде бы как, да, начинается очень хорошо, мы сделали фирму, мы отправляем ребят в Японию, все хорошо и здорово. И тут пошло следующее, что меня удивило, они начинают гадить тот сервис, который был ранее. Я согласен, есть, да, сервисы, как я уже сказал, что которые, ну, нечисты на руку, берут деньги за все, но вот так вот сравнивать, что они плохие, а мы хорошие, приходите все к нам, это бизнес, понятное дело, но зачем это делать, ведь получается, что, да, не платите им, а приходите платите нам. Ну, это просто обычная реклама своего сервиса, скажем так, да, какой-то черный пиар. Это, ну, получается, да, наверное, черный пиар, ведь вы обгадили своего конкурента и прославили себя. Хорошо это или плохо, мне не судить, но я считаю, что если вы просто хотите показать, что, да, вот, я сделал такой сервис, сделайте такое же видео, да, вот мы отправляем ребят, мы берем деньги за то-то, то-то, такая поддержка и все. При этом, да, гадить конкурента, ну зачем это делать? Сейчас скажешь, да, мне скажут, вот ты тоже гадишь. Я рассказываю вам только то, что я столкнулся, поэтому я еще раз говорю, я не беру деньги, я не заинтересован в том, что уменьшится заработок у того или иного сервиса, у той или иной фирмы, которая отправляет ребят в Японию. Мне на это все равно, я за это ничего не получаю. И просто хочу вас предостеречь от того, чтобы вы потратили лишние деньги, ведь реально, допустим, когда предлагают, да, за встречу в аэропорту, нужно заплатить там чуть ли не 10 тысяч йен. Вот сейчас смотрите, если вы из Хонэда или из Нарита будете ехать в Токио, порядка, наверное, 2-2,5, может даже 3 тысячи вы заплатите. Соответственно, при этом еще, допустим, да, 10 тысяч, то есть получается 13-14 тысяч нужно заплатить в общей сложности, хотя вы можете заплатить всего 3,5 тысячи йен, ну, в среднем, да, и доехать спокойно до аэропорта, с аэропорта до Токио. Доехать несложно, на самом деле, не нужно знать прям так хорошо японский язык, можно объяснить на ломаном английском языке. Есть стойки, да, справочные. Вы можете подойти, просто показать мне с этой станции до этой хочу доехать, и вам объяснят. Все это нормально. Также можно подойти японцу. Я также ездил, реально. То есть я приехал, когда прибыл в аэропорт, я пошел на стойку, сказал, мне вот нужно сюда ехать. Мне написали маршрут, помогли купить билет. Затем в поезде я познакомился с японцами, спросил, вот-вот, он мне сказал, говорит, а это неверно, да, то есть можно поехать дешевле. Мы вышли на станции, он мне помог сдать билет, купить другой билет, там получается как перекупка, да, какая-то, и доехать намного быстрее и даже дешевле, там получается, что ли, в 2 раза я сэкономил. Причем потом я вышел на станцию, когда начал искать школу, я спросил японца, он мне сначала отказал, потом говорит, да ладно, и взял меня за руку и отвел до школы. Поэтому, то есть, в этом плане можно все сделать самому, и не нужно за это платить деньги. Ребята, вот реально сэкономьте свои средства. И еще раз говорю, что лучше вы потратите свои деньги на какие-то вкусняшки, одежду, путешествия по Японии, чем
потратить 50, 60, может даже 70 тысяч йен на то, чтобы вам помогли все за вас сделать. Дорогие друзья, товарищи, други, вот такое коротенькое видео о том, что я думаю о сервисах, о фирмах, отправляющих в Японию, о том, стоит ли платить или нет. Естественно, решайте вы сами. Если вы хотите все качественно, здорово, без напряга и просто платить деньги, то это ваше право, если они у вас есть. Если вы хотите быстрее привыкнуть к Японии, быстрее понять японцев, быстрее научиться говорить на японском языке, то я рекомендую все делать самому. На этом все. Я желаю вам удачи, не болейте. С вами был Пых. До скорой встречи. Пока.